Здравствуйте, уважаемые зрители. Думаете, это Украина? Только там такое возможно. Нет, это Россия. Наконец-то дождались. Но ненадолго. У вас есть 2-3 минуты, если вы не расходитесь, не обижайтесь. Собирать наши молодые люди с военкоматом никто не будет. Дуйтесь, не дуйтесь. Можете меня считать кем угодно. Я вас всех предупреждал! Смотрите, кто вам тут что говорит на уши! Кто вам что объясняет! Вы меня не послушали! Было бы такое в Украине, я думаю, события развивались бы по-другому. Но здесь все собрались и ушли. Что вы теперь начинаете убегать? Вы же все правы! Все партии консолидированы. Собственно, из-за этого все и началось. Партия «Яблоко», которая хотела мир, что очень странно в 21 веке, их сняли с выборов. Верховный суд сегодня снял их с выборов, которые будут в сентябре. Поддержите канал подпиской, напишите комментарий. Смотрите, дальше будет интересней. Вокруг выборов поддержка специальной военной операции. Все поддерживаем нашу армию. Вам дали возможность участвовать в выборах, а вы как себя ведете? Поэтому Настоящий и патриотизм поэтому заключается в том, чтобы остановить гибель людей. Все правильно, но То есть, если ты не поддерживаешь убийство, поддерживаешь Путина, значит, ты не можешь участвовать в этих выборах. Вот это вот движуха. после, у вас был после шанс. У вас победы. есть дети? А если вы не хотите Есть, победы, чтобы их не убили, значит вы понимаете? помогаете Вот для чего- врагу. вот для чего это яблоко. я хочу сказать. Яблоко для если того- он не хочет победы, значит он помогает врагу. Понимаете, выбор простой. Вот они, люди. А вот это, собственно, агитация Единой России. Послушайте, как прохожий обращается к этой раздавательнице буклетов. Видели, Единая Россия. Вот. Прожили всю жизнь, блядь, теперь мы должны так хуёво жить, да? Ну, серьезно. Самой не стыдно? Мне не стыдно, а по-моему, должно быть стыдно. Позорище. Позорище. Сама прожила в СССР, стоя в очередях с талонами. И другим такого желает. Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий – это недопустимо тоже. Это недопустимо. Но только я так смог сделать. Отправляя мужиков, уже полмиллиона убитыми, миллион ранеными, калеками. И это еще движуха продолжается. Сочи, а мы будем обсуждать этот факт, что на часах почти час ночи, и я стою, и еще куча людей стоит на заправку, я приехала сюда в 11 часов, и вот все, замерло. Вообще-то в такое время, я вам сейчас скажу, в России демографический кризис. Мы все суббота вечер должны делать детей. Мы ждем бензин. Депопуляция. Очередная цель, с которой Путин очень хорошо справляется. Сейчас перед вами должны встречи. Ваша задача... Не ори, ёпта, не ждете завод вокруг. Что ты, ёпта? Я говорю, не ори! Здесь люди живут. Походу, участник СВО, которого не пригласили на свадьбу из-за его адекватности, он решил высказать свой тост. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? Только дедушке весело. Чем вы будете заниматься после СВО? После чего? После СВО. На пенсию выйду, наверное. После специальной военной операции. Вот после того, как она закончится. Жить. Жить? Ну, самый триповый вариант – это ядерная зима. Что вы будете делать после СВО? Работать. После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Где жить-то буду? После СВО ничего не будет. А как вы думаете, еще долго продлится СВО? Оно не имеет конца. Оно вот конец будет на этом, с концом.
Я Конец там- будет с концом России. Да. Вот это вот и понимаю. Нормальный прогноз. Я еще добавлю, наверное. Когда Владимир Владимирович сменит Ленина в мавзолее, может быть, тогда быстрее что-то изменится. На этом и кончится. Во-первых, я историк. Бульбафюрер. Кем он только не был. И комбайнер, и музыкант, и спортсмен. Послушайте. Настоящий историк. Да не видел я себя историком. Тетя заставила. Я хотел быть журналистом. Я профессиональный футболист. Я экономический факультет заканчивал. Вы имеете дело с фотографом советским. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Хорошо играли на баяне, Да, я играл неплохо на баяне. Я тогда какое-то время общество знания возглавлял. То есть я с операторским делом хорошо знаком. Я был аж заведующий в университете Аж заведующий. А сейчас кто? студенческой лаборатории. Я международником всегда был. Я, Дмитрий, пограничник. Я был в молодости ведущим концертом, как это их называли раньше у нас, конферансье. Да. Массовый производитель. Еще и гранатометчик, оказывается. А кто же на самом деле? Григорыч. Я же диктатор, мне трудно понимать демократию. Вот это я понимаю. Честно. Друзья, прошу поддержать канал. Подпишитесь. Напишите комментарий, что думаете. Поставьте лайк. Спасибо за просмотр. И до скорых встреч.